На уличке отличная погодка, солнышко светит, прекрасно все. Небо ясное, тихое, мирное, по крайней мере, у нас сегодня и сейчас. А потому это отличная возможность немножко пообщаться и рассказать, конечно же, о ситуации в Чернобыльской зоне, а еще немножко позлорадствовать. Я даже не буду этого скрывать. В Чернобыльской зоне продолжаются пожары, российская армия успешно дышит радиоактивным воздухом, зарабатывая себе онкологию, рак и массу других проблем со здоровьем в будущем и, я думаю, в очень недалеком будущем. В Украину приехал глава МАГАТЭ, потому что то, что происходит у нас сейчас вообще в атомной энергетике, в Харькове, в исследовательском центре, которые обстреливают, несмотря на то, что там как бы ядерные стержни вообще-то. Но оккупантов это вообще никак не беспокоит. Они обстреливают институт, вот, и их не беспокоит, что это может повлечь ядерную катастрофу. Ну и Чернобыльская зона это вообще уже притча во языцах. И это притча во языцах не только потому, что там пожары, но и потому, что там склады оружия, потому что там масса техники, бронетехники, масса войск. И вообще Чернобыльская станция, да и Чернобыльская зона в целом используется, ну, Чернобыльская станция используется как военная база вообще, вот, и прилегающие сооружения, а там их масса. Я там лазил лично, и я могу сказать, что там территория огромная, там есть где разместиться. Вот. Ну и прилегающая территория вообще полностью ими оккупирована, потому комментарии, в которых некоторые люди изъявляют совершенно странные мысли о том, что каким-то образом украинская армия там подожгла леса. Ну, наверное, это была секретная разработка новая, НАТО, суперголуби, которые имеют возможность носить в секретном потайном контейнере зажигательную смесь. И этих голубей засылают, короче, инструктора НАТО. Вот, в Чернобыльскую зону они летят и сбрасывают эти контейнера и зажигают там все. Вот, да, конечно, все это звучит нелепо. Ну, кто понимает, тот понимает, а кто нет, у кого мозг отравлен напрочь и лишен способности вообще к какому-либо мышлению аналитическому, то тем я уже и не помогу. Ну и, конечно, хотелось бы еще позлорадствовать по поводу всех этих криков, высеров, вот этих вот зигований с криками «На Киев! Вперед! Ура! Мы вас всех возьмем! Мы здесь навсегда и надолго!» Я вам вкратце расскажу о том, что сейчас в Славутиче. В Славутиче не только нет российских войск, мне там писали столько комментариев, вы себе не представляете, около 500. Вот. И из них примерно 200 было, ну, просто откровенное, как оскорбление, типа, я их, естественно, поудалял, но откровенные оскорбления и фашизм. Ну, то есть, типа, там, мы вас всех уничтожим, и вот это вот все. Вот вы все нацисты, мы вас всех сожжем. Ну, вот такое вот говно. Вот это говно, естественно, ну, приходится как-то вычищать. Ну, как вычищать? Я просто отправляю жалобы на пропаганду терроризма. И YouTube их вычищает сам. И, естественно, теперь вся Украина злорадствует над этой рашистской пропагандой. Почему? Потому что просто пошли они дружно нахер от Киева. Не получилось взять Киев ни за 4 часа, ни за 4 дня, ни за 4 недели. Взять Киев не получилось. Как же так? Как же так? Великие российские войска сгорели там заживо в огромных количествах. Все эти колонны сожженной бронетехники сейчас прямо на улицах Ирпеня, в сумасшедших масштабах. Причем у меня в Ирпене жило немало друзей, и некоторые из них выбирались, ну, фактически в момент боевых действий. Они выбирались из города с детьми. Вот. Некоторых из них похищали, это факт. Причем близких мне друзей буквально похищали. И удалось сбежать только когда оккупанты похищали следующих людей. И тогда мои друзья просто побежали и выскочили из машины и побежали огородами. Вот и все. Вот в такой реальности мы живем. И да, вот я даже не удалял комментариев последних, вот эти вот за последние пару дней, особенно комментариев по поводу «мы возьмем Киев, 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 мы все, мы здесь, мы везде, мы вас всех». Где же вы?
Где же вы, отступающие? Чё ж вы отступаете? Вы ж так хотели брать Киев. Куда же вы, дорогие? Устали гореть в танках, да? Устали. Теперь приходится вам бежать, поджав пяточки. И, конечно, я злорадствую. Ну а как вы хотели? Или вы хотели, чтобы вы приходили в наши города, убивали наших людей, а мы еще вам говорили за это спасибо? Спасибо за это могут говорить только в ваших новостях идиотских совершенно, в ваших дебильных программах. А в реальности за это спасибо никто не говорит. В реальности вас ненавидят. Ну, это объективная реальность. Вот так вот. Вас ненавидят просто. Больше, чем Путин сделал для того, чтобы вас ненавидели во всем мире. Не сделал никто. Это никаких нацистов не существует, которые это все делают. Главный нацист и фашист это Путин, который вот это вот все совершил, который все это развязал, который в единственном, я уверен, сейчас они развернулись, потому что они поняли, что как бы не получится Киев взять. Вот. Это один вариант. Второй вариант это перегруппировка. Вот. Я не верю абсолютно ни в какие вот эти вот соглашения в Турции подписанные. Никогда в жизни Путин не включит заднюю. Никогда в жизни. Он не умеет. Просто не умеет. И как бы питерская школа КГБ, эти учителя, которые у него были, и тот учитель дзюдо, который у него был, учитель борьбы, он же, ну, на самом деле был уголовник, просто уголовник. То есть человек занимался вооруженным разбоем, ограблениями. Я не удивлюсь, если и убийствами. Но это были жестокие 90-е годы, понимаете. Поэтому как бы, ну, как конец 80-х, начало 90-х. Поэтому, ну вот в то время ничем другим он заниматься не мог. Тогда, наверное, 90% спортсменов, вот этих вот подпольных качалок, это все были бандиты. Это я ж никаких новостей сейчас не открою. Какие-нибудь вон эти люберские вот эти вот качки, так они ж, про них там вон документальных фильмов даже сколько снято. Я думаю, многие, даже самые упоротые кремлеботы, все эти фильмы видели и все это прекрасно знают. Поэтому Путин не может отступить назад в классическом смысле. Он может отступить только для того, чтобы обмануть. Только для того, чтобы обмануть. Вот, как ему кажется. Но я думаю, что у нас тут тоже не дураки сидят, и все эти... Если я это понимаю, человек не военный и не политик далеко, то, думаю, люди, которые сидят в кабинетах, это понимают еще лучше меня. Люди, которые имеют разведданные, имеют аналитику, понимают это, ну, понимали это еще до того, как вообще мы об этом всем узнали. Так что, я думаю, российская армия побежит не только от Киева, она побежит и от Харькова. Между прочим, уже и под Херсоном они выгребают, под Харьковом выгребают. Каждый день освобождаются новые населенные пункты. Мне интересно, россиянам об этом в новостях вообще рассказывают? Ну, хоть иногда, хоть каким-то там намеком рассказывают вообще. В Славутиче российских военных нет. В Славутиче российских военных даже нет возле города. Они куда-то испарились. Вот, по крайней мере, вчера их не было. Я связывался с друзьями, мне сказали, что их нет. И как забавно теперь читать эти комментарии, в которых люди: мы навсегда, мы тут пришли надолго, не дождетесь, и уже никого там нет. Вот все ваше надолго продлилось сутки. Ваш фанерный, картонный этот Шойгу сдулся через месяц. Ваши войска отступают, ребятки, ваши войска боятся наступать на самом деле. Ваши войска, российские войска в массовом просто, как в больших количествах, короче, люди там пишут отказные. Никто не хочет воевать за эти дебильные путинские странные непонятные идеи. Никто не хочет за них умирать. И этих людей я понимаю, я тоже не хотел бы. Каким надо быть идиотом, чтобы умирать за какой-нибудь очередной дворец Путина? Каким надо быть идиотом, я не понимаю. Но, видимо, таких идиотов достаточно. Идиотов с промытыми мозгами, которые верят в некое величие. Ребята, у вас сахара в магазине нету. Какое нахер величие может быть? У вас бумаги нету. У вас бумага стоит дороже, чем деньги. Обычная белая бумага в листах. В пачках. Листы А4. У вас прокладок в стране нет. Это проблема купить прокладки. Шампунь купить Head and Shoulders. Извините, Head and Shoulders какой-нибудь. Это
проблема, как и вообще любой другой нормальный шампунь. Это проблема, оказывается. Странно, почему у нас нет такой проблемы? Я вам скажу больше, у нас есть масса отечественных производителей, которые производят шампуни. Представляете? Ну, блин, я вообще, честно говоря, в шоке. Я думал, как-то в России побольше производителей отечественных. Я сейчас смотрю новости, смотрю видео, ну, люди снимают в магазинах, и я в шоке, потому что я даже не ожидал, что все будет так грустно. Я даже не ожидал, что у вас не будет возможности делать автомобильные рессоры, например. Я вот смотрел интервью человека, директора завода, и он говорит, что это проблема, что с рессорами проблема. Причем не для военных машин, а именно для легковых машин гражданского использования. Потому что они должны ездить долго, и сталь в рессорах должна быть очень качественная, чтобы она могла долго работать, долго служить. А такой стали нет. Нет. Из 100 листов рессорной стали отбирают 10. Вот такая штука. Я не ожидал, честно. Ну, я ожидал, что все будет как-то, ну, по крайней мере, в каких-то отношениях, даже в отношении вот той же бумаги или сахара, ну, то есть будет как-то все посерьезнее. Оказалось, нет. Оказалось, что все точно такая, как и армия картонная, так и страна оказалась картонная. А знаете почему? Потому что никто про нее не думал. Все думали о том, как бы украсть. Все думали о том, как бы украсть. Никто не думал о том, как бы развить экономику. Все думали о том только, как бы использовать экономику для себя, для своего обогащения, исключительно. Мало того, как бы украсть, а потом купить квартиру где-нибудь в Германии, в Швейцарии, в Америке. И перевести туда семью, потом украсть еще больше и переехать самому. И это ж, ну, опять же, новостей я, наверное, никаких не сообщаю. У всех депутатов Госдумы, у всех до единого. У всех этих пропагандистов, патриотов, у всех там квартиры, виллы, бизнеса. Странно, а почему у них нет бизнесов, квартир и вилл в России? Почему они все так поливают так говном страшно Европу, и все дружно туда так стремятся переехать? Купить себе там очередной виноградник, очередную виллу там. Не расскажете? Ладно, кремлеботы. Можете гнить дальше, а мы будем дальше жить, как достойные, хорошие, порядочные люди. Слава Украине!